Приветствую вас, друзья, и черных пакетов вам враги. Для многих сегодняшнее утро было по-настоящему добрым, ведь сбылось древнее украинское пророчество, и на Крымский мост спустился благодатный огонь. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло 2 минуты назад. Жили, блять, и хватит, нахуй. Мосту пизда, блядь. Пути отрезаны, блядь. Незаконное сооружение стоимостью 228 миллиардов рублей получило повреждения, в результате которых на неопределенный срок остановлено движение по автомобильной и железной дороге через мост. Вот, горит. Да. Цистерна, поезд горит. А дорога повреждена тоже. Дорога повреждена. Поэтому, наверное, я доберусь до дома, наверное, до парома доеду. Известно, что в 6 часов утра фура, выехавшая из Краснодара, взорвалась при заезде на морскую арку моста. В результате взрыва 2 пролета автомобильного полотна моста были разрушены и упали в воду. А также загорелись 7 железнодорожных цистерн с топливом, расположенных в хвосте состава, который как раз в это время двигался по мосту. 1 километр и 300 метров железнодорожного полотна повреждены. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились 2 автомобильных пролета. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики. Следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Российские власти заявили, что это дело рук украинских диверсантов. Министерство обороны Украины опубликовало пост, в котором говорится: ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост, 2 печально известных символа российской власти в украинском Крыму, исчезли. Что дальше на очереди? Россияне. А некоторые украинские СМИ заявляют, что за взрывом моста стоит СБУ. Михаил Подоляк опубликовал твит, в котором написал: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено. Все украденное возвращено Украине. Все российское оккупационное изгнано». Крымский мост – это очень важный элемент логистики рашистов, через который в Крым перебрасывалась военная техника, боеприпасы, личный состав, топливо и продовольствие. Для рашистской армии, находящейся во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях. И после того, как этот логистический маршрут перерезан, оккупационные войска будут испытывать трудности со снабжением. Крымский мост – это стратегический объект, который очень серьезно охранялся с земли, с моря, под водой, с воздуха и даже с космоса. На его охрану было выделено 15 миллиардов рублей. Но результат этой охраны налицо.
Крымский мост выведен из строя. Он считался самым защищенным мостом в мире, по крайней мере, так заявляли сами россияне. Интересно, как огромный грузовик, наполненный взрывчаткой, смог въехать на мост? Ведь на въездах расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса РФ. Они как раз и проверяют машины на наличие взрывчатых веществ. Интересно, откуда диверсанты смогли взять столько взрывчатки, находясь в России? Получается, что ни один стратегический объект на России вообще не защищен и может быть выведен из строя в любое время. Утром вышел на речку пройтись, а моста как не бывало. Где же мост? О, нету твоего моста. Я спрашиваю, где мой мост? Российские пропагандисты уже начали скулить по этому поводу. Скобеева заявила: «Смотрю и не верю своим глазам, смотрю и не верю». Помнится мне, алкаш Медведев обещал нам судный день, если вдруг там что-то произойдет. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Но я думаю, что судный день все-таки отменяется. Весь мир наблюдает за халатностью и разгильдяйством в России. Вторая армия мира пала. Непотопляемый крейсер «Москва» утонул. Самый охраняемый в мире мост взорван. С ядерным оружием у них все так же. На словах и на бумаге это мощь, а на деле это арсенал, которому уже 40 лет. Половина ракет даже взлететь не смогут. Часть взорвутся на территории РФ, а часть будут сбиты в небе. В Крыму у заправок выстроились километровые очереди за топливом, ведь запасов не так много, по официальным данным на 40 суток, а по факту гораздо меньше. Также введены ограничения на отпуск продовольствия в одни руки, чтобы хватило на всех. Так, в одни руки отпускаются не более 3 килограммов или 3 пачек крупы или макарон. На паром в Керчи выстроилась огромная очередь в несколько километров. Люди пытаются уехать с Крыма как можно скорее. Однако ворота закрытые и никого на паром не пускают, так как погодные условия не позволяют запустить паром. Напомню, что строительство Крымского моста было начато в 2016 году. В 2018 году было официальное открытие автомобильного моста, а в 2019 году железнодорожного моста. Что не случилось, мост находится, как вы видите, в целости и сохранности. Это никак не влияет, и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло на ход специальной военной операции. Крым – это Украина. Крымский мост – это незаконное сооружение и законная военная цель для Украины. Пришло время, и эта цель была поражена. Победа будет за Украиной. В этом уже ни у кого нет никаких сомнений.